Минфин ставит задачу снизить почти втрое долю льготных программ на рынке первичного жилья. Давайте разбираться вместе, к чему приведет это и что уже с рынком недвижимости происходит сейчас и последствиями повышения ключевой ставки. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Итак, Минфин считает, что необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигла порядка 90%. Говорит то, что наша задача снизить этот показатель до 20-25%, а конкретно целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков, заявил министр финансов Силуанов. Хотя, конечно, сейчас получается пока что наоборот. Что ж, правительство расширяет программы льготной ипотеки. Сообщается, что выдача кредитов жилищных с бюджетной поддержки выросла за год практически на треть. В борьбе за льготной ипотекой руководство Центробанка ссылается на опережающий рост цен и на снижение общих показателей доступности покупки жилья. Но такая забота о доступности приводит к парадоксальным результатам. Граждане теперь не могут покупать жилье, хотя рост цены квадратного метра практически остановился. Ипотечное рыночное кредитование сократилось в 2024 году почти на 70%. Тогда как канал льготной ипотеки не сокращается, а общий кредитный лимит по программе IT-ипотеки увеличивается еще на 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил в понедельник Министерство цифр. Результат противостояния российского Центробанка с российским правительством на поле жилищного кредитования определяется уже после президентских выборов и переназначения в финансовом и экономическом блоках. Льготные ипотечные программы с господдержкой будут завершены или продлены после 1 июля 2024 года. Пока же правительство не жалеет бюджетных ресурсов для продолжения льготных ипотечных программ. И чем дороже для правительства делает Центробанк ипотечные льготы, тем больше вливает денег в льготные программы исполнительная власть. Президент России Владимир Путин своими поручениями также расширяет сферу применения льготного жилищного кредитования. Каждое повышение ключевой ставки Центробанка обходится правительству в около 200 миллиардов рублей. Объяснял об этом еще глава Минфина Антон Силуанов. Так что за последние полгода российский Центробанк заставил перекачать банковскую систему более 1,5 триллиона рублей, в том числе и в качестве дополнительного штрафа за льготные ипотечные программы. Однако правительство Российской Федерации пока не готово перекрывать бюджетное финансирование льготного жилищного кредитования. И хотя чиновники Центробанка докладывают о сокращении ипотечного кредита в январе 2024 года по сравнению с прошлым месяцем, на самом деле же при сравнении с январем 2023 года льготное ипотечное кредитование не сокращается, а наоборот увеличивается. Если в январе 2023 года правительство Российской Федерации профинансировало выдачу льготной ипотеки на 136 миллиардов рублей, то в январе 2024 года уже на 189 миллиардов рублей. Общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил в понедельник Минцифры. И благодаря увеличению общего лимита получится дополнительно поддержать не менее 15 тысяч айтишников, обещает в ведомстве Максута Шадаева. А ранее о необходимости увеличения жилищного кредитования с господдержкой говорил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил распространить льготную ипотеку на новых территориях и на вторичное жилье. Владимир Путин поручил также правительству рассмотреть вопрос о распространении дальневосточной ипотеки на педагогов, работающих в частных организациях, и у индивидуальных предпринимателей. Также ранее глава государства поддержал предложение поднять лимит по арктической ипотеке, расширив тем самым численность участников этой программы. И между тем руководство Центробанка указывает на тот факт, что рост цен на жилье сократил усредненные показатели его доступности, которые измеряются, среди прочего, отношением цены жилья к средним региональным зарплатам. Реально доступность жилья в России за 3 года с начала 2020 года и до начала 2023 года снизилась значительно. Говорила об этом в прошлом сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. С начала 2020 года до начала 2023 года у нас цены на первичном рынке недвижимости выросли вдвое, говорит она. Зарплаты в это время увеличились приблизительно на 35%, потребительские цены где-то на четверть. 27%. По сути, это означает, что при кажущейся доступности ипотеки жилье может становиться менее доступным, сказала Набиуллина до этого. А ранее она объясняла, что для того, чтобы реально повышать доступность жилья, нужно ее делать адресной и больше развивать адресные программы. Но и в правительстве Российской Федерации тоже научились ссылаться на фактор доступности.
Текущий уровень доступности жилья в Российской Федерации неплохой по сравнению с другими странами мира, сообщил в ноябре прошлого года вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он говорит, что доступность пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. Есть возможность людям покупать жилье, говорит он, поэтому строится столько жилья. По словам вице-премьера России, коэффициент доступности жилья в России в настоящий момент составляет 4,2 года, в то время как в Гонконге он достигает 18 лет, в Сингапуре 5, а в Лондоне и Нью-Йорке около 10 лет. Он говорит, наша задача строить как можно больше, потому что когда будет уже больше предложений, то цены не будут расти, объяснил Хуснуллин. И Центробанк оправдывает, возможно, свою ограничительную политику жилищного кредитования ростом цен на квартиры и снижением показателя доступности жилья для населения. Однако средняя по стране доступность жилья – это слишком общий и противоречивый показатель, с помощью которого можно оправдать почти любое решение. Средняя по стране доступность покупки квартиры может снижаться, но для целевых и льготных групп населения она будет только увеличиваться. Еще больше изменяются показатели доступности, если учитываются зарплаты самих покупателей жилья, но и доходы или помощь со стороны родственников. И, как утверждает провластный ЦИОМ, 6 из 10 россиян, это 63%, уверены, что родители должны помогать своим детям приобрести отдельное жилье, полностью или частично оплатив его. Опрос также социологов показывает, что россияне активно участвуют в решении жилищного вопроса своих детей. Пятая часть россиян, имеющих детей, уже помогли или помогают сейчас своим детям приобрести жилье, полностью или частично оплатив его стоимость. Например, 22% это утверждает в ЦИОМе. Еще 33% россиян говорят, что хотят сделать это в будущем. Количество же детей в семье практически не отражается на планах россиян помогать детям с приобретением жилья. Многодетные россияне чаще говорят, что готовы вложиться в покупку недвижимости для детей в будущем. Это 25%. А россияне с одним-двумя детьми чаще говорят о том, что не намерены помогать детям с решением этого вопроса. Финансовые возможности семьи – это важный фактор участия родителей с решением жилищного вопроса детей. Среди россиян с хорошим материальным положением 18% уже купили своим детям жилищную площадь, а в группе же с плохим материальным положением этот показатель ниже в 6 раз. Это 3%, утверждают в ЦИОМе. В группе с плохим материальным положением около нескольких процентов респондентов заявляют, что не планируют помогать детям с решением жилищного вопроса. Между тем, сверхвысокая ставка Центробанка не остановила инфляцию. Непродовольственная розница сокращается из-за дорогих кредитов. И ровно полгода назад Центробанк поднял свою ключевую ставку до аномального высокого уровня, вдвое выше годовой инфляции. И в конце февраля Центробанк сообщил, что инфляция остается все еще на высоком уровне. В январе она не снизилась по сравнению с декабрем. Руководство Центробанка обещает, что полное влияние сверхвысокой ставки мы увидим примерно через 6 кварталов. При этом дорогие кредиты уже затормозили продажи непродовольственных товаров. Например, в августе прошлого года Центробанк поднял свою ключевую ставку с 7,5 до 12% годовых, что более чем в 2 раза превышает тогдашний еще уровень инфляции. В последующие месяцы Центробанк довел свою ключевую ставку до 16% годовых при сохранении кратного превышения ставки над официальным темпом роста потребительских цен. Инфляция в январе практически не изменилась, сообщил Центробанк в понедельник. В январе же 2024 года потребительские цены выросли на 0,8%, тогда как в декабре прошлого года на 0,7%, подсчитали об этом в Центробанке. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен практически не изменился и составил 6,7%, тогда как в декабре он составлял по расчету Центробанка 6,3%. Текущий рост цен заметно ниже наблюдавшегося в третьем-четвертом кварталах 2023 года. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 7,4%, утверждается это в новом отчете Центробанка. Очевидное отсутствие влияния подъема ставки Центробанка на текущую годовую инфляцию руководство Центробанка пыталось объяснять еще в прошлом году. Полный эффект от принятия решения по ключевой ставке происходит через 36 кварталов. И это не значит, что в первые 2 квартала ничего не работает. Работает, но полный наибольший эффект как раз приходится на 3-6 квартал, объясняет в середине декабря прошлого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Так что, если верите ее обещаниям, то эффект влияния высокой ставки на динамику цены мы сможем увидеть только к концу 2024 года. Пока же независимые некоторые прогнозы фиксируют рост как рыночных, так и регулируемых цен.
Продолжается довольно заметный рост тарифов на туристические услуги и услуги по организации отдыха. И это отмечается в последнем обзоре инфляционных процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Сообщается, что тарифы на проживание в гостинице категории 3 звезды за 2 недели возросли на 1%, на отдых в доме отдыха и пансионате на 0,95%, лечение в санатории на 0,92%, на проживание в гостинице категории 4-5 звезд увеличилось на 0,65%. Об этом приводят примеры. Это Центр прогнозирования Дмитрий Белоусов. И по словам, более понятен рост тарифов на авиаперелеты эконом-класс плюс 6,5% за 2 недели, который во многом и обеспечил повышенную общую инфляцию. Уровень же инфляции последние 2 недели с 23 января по 5 февраля чуточку подрос, хотя и этот рост имеет скорее событийный, связанный с ситуацией на отдельных рынках услуг, чем вообще общесистемный характер. За эти 2 последние недели прирост потребительских цен составил 3,2% против 0,2% предшествующие 2 недели. При этом уже 1,5 месяца инфляция остается ниже среднемноголетнего уровня, отмечается. И несмотря на замедление по сравнению с соседними месяцами, темпы роста цен остаются еще достаточно высокими по широкому кругу товаров и услуг. Об этом тоже сообщается в последнем отчете Центробанка, где используются данные только за январь 2024 года. В январе показатели устойчивой составляющей месячного роста цен в целом были вблизи значений декабря. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился, но продолжает превышать возможности расширения предложения. Об этом утверждают в Центробанке. Также потребление населения тоже растет еле-еле, при этом динамика на отдельных рынках разнонаправленная. Об этом уже утверждают в Центре прогнозирования. На рынках продовольствия сохраняется, несмотря на отчетливую продовольственную инфляцию, довольно внятный рост. Рынок непродовольственных товаров, напротив, сжимается после состоявшегося удорожания потребительского кредита. Например, в февральском мониторинге состояния предприятий Центробанк отмечает улучшение оценок текущего выпуска продукции при одновременном снижении оценок текущего спроса. И текущие оценки компаний по производству в феврале улучшились в большинстве отраслей. У предприятий, обрабатывающих производство, особенно производителей и инвестиционных товаров, и электроэнергетики, оценки текущего выпуска находятся на максимуме 2017 года. В то же время самые негативные оценки зафиксированы среди предприятий розничной торговли. Отчеты о результатах опросов руководителей предприятий Центробанк публикует вообще регулярно, но в ходе опроса Центробанка представители предприятия дают качественную оценку текущих и ожидаемых изменений деловой активности на основе динамики объемов производства, также спроса и цен и других индикаторов в текущем моменте. То есть в феврале текущие оценки спроса снизились в большинстве отраслей, особенно заметно в розничной торговле. В числе факторов, влияющих на текущую динамику спроса компании розничной торговли, называли высокий уровень конкуренции в сегментах розничных продаж и развитие онлайн-торговли. Увеличение издержек предприятий 4-й месяц подряд замедляло в целом по экономике и в большинстве видов экономической деятельности. Исключение из этой тенденции составляет оптовая торговля, также сфера услуг, электроэнергетика и водоснабжение, где рост затрат ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. В числе основных факторов роста затрат оставались увеличение зарплат для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров, удорожание комплектующих и материалов, а также логистики. Вот такие дела. Что вы думаете об этом, напишите в комментариях. Также обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание.